Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Дина. Я всех приветствую у себя на кухне и на канале «Коллекция рецептов». Разве можно представить себе Пасху без пышного румяного кулича, крашеных яиц и творожной Пасхи? Это одни из основных символов праздника. Во многих семьях рецепты пасхальных блюд передаются по наследству. И сегодня я предлагаю вам приготовить очень вкусный пасхальный кулич. Для этого рецепта нам понадобится для теста 1 килограмм 200 граммов муки, 250 миллилитров молока, 250 граммов сметаны, 250 граммов сливочного масла, 7 яиц и 2 желтка, 400 граммов сахара, 25 граммов растительного масла, 25 граммов свежих дрожжей, 1 чайная ложка соли, 1 столовая ложка коньяка, 100 граммов изюма и цедра 1 лимона. А для глазури 2 белка, 200 граммов сахарной пудры, 1 столовая ложка лимонного сока и кондитерские присыпки. Для начала приготовим опару. В молоко, подогретое до температуры 37-38 градусов, добавляем свежие дрожжи и хорошо перемешиваем. Если дрожжи полностью не разошлись, это не страшно. Туда же добавляем столовую ложку сахара и пару ложек муки. Хорошо перемешиваем болтушку. Эта процедура делается для того, чтобы проверить дрожжи на свежесть и активировать их работу. Отставляем их в сторону до образования пышной дрожжевой шапочки. А пока отделим белки от желтков. Для этого берем 2 миски. В одну отделяем белки, а в другую желтки. Для приготовления пасхального теста все продукты должны быть теплые или хотя бы комнатной температуры, но не холодные. Достаньте их из холодильника как минимум за 2 часа. Дополнительно нам понадобится 2 яйца, из которых белки используем для приготовления глазури, а желтки добавляем в тесто. Миску с желтками пока отставляем в сторону и займемся белками. Слегка взбиваем их миксером и всыпаем приблизительно половину от общего количества сахара. Хорошо взбиваем белки с сахаром до тех пор, пока сахар полностью растворится. Белки готовы. Теперь повторим ту же процедуру с желтками. Венчик мыть не будем, высыпаем оставшийся сахар к желткам. А пока я занималась белками, дрожжи моментально активировались. Перельем их в чашу, в которой будем замешивать тесто. Продолжаем заниматься желтками. Взбиваем желтки с оставшимся сахаром до белой пышной массы, пока сахар практически не растворится. В пасхальном тесте очень много сдобы. Масла, сахара, яиц. И мы взбиваем яйца с сахаром для того, чтобы тесту было легче подниматься, чтобы оно было более легкое, пышное и хорошо пропеклось. Вот до такого пышного состояния взбиваем желтки и белки. Берем чашу с опарой, добавляем туда соль, сметану, взбитые с сахаром желтки, взбитые белки. Аккуратно перемешиваем, масса уже очень легкая и воздушная. Вливаем ванильный экстракт или ванилин разведенный в столовой ложке коньяка. Высыпаем цедру 1 лимона и небольшими порциями добавляем муку. Муку предварительно необходимо просеять, желательно дважды, для того, чтобы насытить ее кислородом и тем самым обеспечить лучший подъем тесту. Высыпаем примерно половину муки и очень хорошо вымешиваем тесто до однородного состояния. Вливаем растительное масло и добавляем мягкое сливочное масло. Тщательно вмешиваем всю жировую основу в тесто. Муку в тесто добавляйте малыми порциями. Тесто должно быть очень нежное, не забитое. По консистенции оно гораздо мягче, чем на булочки и пироги. На этом этапе всыпаем изюм, предварительно вымытый, высушенный. Присыпаем его мукой, вводим в тесто и вновь тщательно вымешиваем. Месить дрожжевое тесто нужно как минимум 10-15 минут, пока оно не начнет отходить от стенок посуды. Если видите, что тесто жидковато, добавьте немного муки, но сильно его не забивайте. Как только почувствуете, что тесто схватилось и с ним можно будет работать, больше муки не добавляйте.
Налейте в руку немного растительного масла и обомните тесто масляной рукой. Вот такое нежное и мягкое получилось тесто. Накрываем миску полотенцем и ставим в теплое место подходить. Для этих целей используйте духовку с включенной лампочкой или режим минимальный нагрев. Температура в духовке в этот момент 38-40 градусов. Прошло 2,5 часа. Тесто подошло. Аккуратно достаем его и будем раскладывать в формы. Процесс подъема теста считается завершенным, когда пузырьки на поверхности теста начнут лопаться и оно начнет оседать. Набираем в ладонь немного растительного масла и делаем легкую обминку теста. Смазываем стол маслом и выкладываем тесто на рабочую поверхность. Отрезаем от теста небольшие кусочки, слегка формуем их и укладываем в подготовленные формы. Я буду использовать одноразовые бумажные формы для куличей. Укладываем тесто в формы по высоте не более чем наполовину. Эти формы смазывать не надо, бумага уже пропитана маслом. А если вы будете использовать металлические формы, рекомендую застелить их изнутри пергаментной бумагой и хорошо смазать маслом. Тем временем тесто разложено. Из этого количества продуктов у меня получилось 5 больших и 8 маленьких куличей. Устанавливаем формы с тестом на расстойку. Для этого я также воспользуюсь духовкой с минимальным нагревом. В данный момент температура в духовке 38-40 градусов. И как только тесто подойдет, будем их выпекать. Прошло 45 минут. Тесто в маленьких формочках уже подошло, а тесту в больших формах нужно дать еще 25-30 минут до полного подъема. Переставим их в другое теплое место и начнем выпекать маленькие куличи. Не вынимая их из духовки, переключаем температуру на 200 градусов и выпекаем 20 минут. Проверяем готовность куличей, прокалывая их деревянной шпажкой. Она должна выйти сухой, без остатков теста. Спустя 20 минут достаем готовые маленькие куличи из духовки, а большие устанавливаем в духовку. Тесто в больших формах подходило 1 час 10 минут. Выпекаем их 20 минут в хорошо разогретой до 200 градусов в духовке. Готовность куличей также проверяйте деревянной шпажкой. Наши куличи готовы, достаем их. А пока они слегка остывают, приготовим сахарную глазурь. В миску выливаем 2 белка, взбиваем их в пышную пену и частями в несколько приемов добавляем сахарную пудру, каждый раз тщательно перемешивая. В конце замеса вливаем столовую ложку лимонного сока и перемешиваем до однородного глянцевого состояния. Маленькие куличики обмакиваем шапочкой в глазурь и даем ей слегка стечь. На большие куличи удобнее наносить глазурь сверху, распределяя ее ложкой по всей поверхности. После нанесения глазури на куличи украшаем их кондитерскими присыпками. Оформляйте куличи по своему усмотрению. Готовые куличи можно украсить глазурью, изюмом, цукатами, посыпать кондитерскими присыпками или маком. Вот такие куличи у нас получились. Маленькие куличики слегка остыли. Давайте разрежем их и посмотрим, какие они получились внутри. Тесто равномерно поднялось, и кулич хорошо пропекся. Он очень мягкий. Сейчас я сниму формочку и посмотрим, какой он получился со всех сторон. Теперь давайте разрежем большой кулич, хоть он и не успел еще до конца остыть. Как видите, он хорошо поднялся, полностью пропекся. Тесто очень мягкое и нежное. За счет того, что куличи хорошо подошли,
Они очень легкие, практически невесомые. Вес большого кулича всего 300 граммов, а маленького 120 граммов. Традиционно считается, что если куличи у хозяйки удались, то семью ожидает счастье и удача весь год. Я от всей души поздравляю всех с наступающим праздником Светлой Пасхи. Рекомендую воспользоваться этим замечательным рецептом и приготовить ароматные, пышные и очень нежные куличи. Если вам понравились мои куличи, ставьте пальчик вверх. Делитесь этим рецептом с друзьями и оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть и другие рецепты различной выпечки, а также рецепт сдобного теста для пирогов, рулетов и ватрушек. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.